кинематографе покер часто используется, чтобы подчеркнуть интеллект и эмоциональную невозмутимость персонажей, но в некоторых случаях сама игра становится одновременно антуражем и двигателем сюжета. Сегодня мы продолжаем разбор покерных раздач в фильмах. С вами Покер.ру, канал крупнейшего сайта о покере в Рунете, и по традиции лайк, подписка, колокольчик. Спасибо. Покер.ру, Покерок. Большое поле турниров. Еженедельный фри-ролл $150. Бонус 100% на первый депозит и, конечно же, встроенный хат. Больше информации в описании под видео. Большая игра. Замечательный фильм, основанный на реальных событиях. В нем рассказывается о Молли Блум. Она профессиональная лыжница, которая вынуждена завершила спортивную карьеру. Молли случайно оказывается в покерном комьюнити в качестве помощника организатора подпольных игр. И через некоторое время выходит на первые роли, став центральной фигурой серой индустрии азартных игр. Если еще не оценили этот фильм, мы смело можем рекомендовать его к просмотру. Разберем раздачу, ставшую финальной для профессионального игрока Харлана Юстиса. Совсем финальный в худшем смысле этого слова. У тебя на столе 112 тысяч. Ты хочешь еще 50? Да еще 100, пожалуйста. Регуляр, роль которого сыграл Билл Кэмп, постоянно участвовал в закрытых играх по высоким ставкам. Он не просто оставался в плюсе, но и имел хороший доход от противостояния с богатыми любителями. Однако в одной из игр все пошло не по плану. Сперва его Full House в дорогом банке был уничтожен каре. Харлан умеет себя контролировать и достойно принимает удар. Он понимает, что такое случается, и продолжает играть на своем уровне. Но через несколько раздач он сбрасывает выигрышную руку в огромном поте. Все известные Харлану признаки блефа, пульсирующая жилка, скованные руки, у Брэда отсутствуют. Брэд ведет себя как человек, уверенный в победе. Равняет ставки на флопе, затем чик-рейс и мощная атака на ривере. Конечно, Харлан не догадывался, что Брэд не знал ни одного из этих слов, поэтому Харлан, как всегда умевший проигрывать, сказал: Сильный ход. Я, пожалуй, пас. И, не осознавая этого, скинул выигрышную руку. Когда оппонент-любитель признается в блефе, начинается то, чего боится каждый регуляр. На него накатывает жесткий тильт. Он раздражен и хочет отыграться, начинает действовать агрессивно, выходит за все возможные диапазоны. Рваться в бой на каждой раздаче. Еще 100, пожалуйста. Харлан, послушай, Молли, пожалуйста. Давай. подпиши здесь 100 тысяч. На слух, что Юстис в тильте, съезжаются все завсегдатели игр у Молли. Они хотят урвать свой кусок и насладиться падением профи, который месяцами разрывал их за столами. Каждому хотелось оторвать кусок от Харлана Юстиса. Если уйдешь сейчас, то успеешь поспать до юбилея жены. Я сейчас. Даунстрик продолжается. Харлан проигрывает все больше, но игрока уже не остановить. Его эго кричит, что все, что с ним происходит, несправедливо. Он жаждет реванша и закапывается все глубже. Не хватает последнего удара, чтобы окончательно свалить его с ног. Ты растерял все игровые качества. Так и есть. Ну и слава богу. Дай мне еще 500 тысяч. Я должен отыграться, обязательно. И вот она, финальная раздача. Харлан играет против потомка австрийских монархов по имени Фредерик. У профи пара дам, у любителя Биг Слик. Так называют туза с королем. На префлопе Юстис уравнивает повышение Фредерика. Оппоненты вкладываются в пот по $65 тысяч. Выходит флоп мечты, дама и пара семерок. У Харлана Full House. Кажется, вот он момент триумфа. Только задумайтесь, 99,3% эквити. Что может произойти? Теперь ему нужно лишь придумать, как выманить у соперника весь стек, не испугав его раньше времени. Но тот упрощает задачу и идет ва-банк овербет пушем в 310 тысяч. Почти тройной овербет. Это мощно. Возможно, Фредерик хочет, чтобы Харлан испугался очередного каре, но не в этот раз. Регуляр уравнивает и готов забрать банк в размере $750 тысяч. Дилер сдает терн, и это король. Ничего страшного, эквити Full House падает лишь до 95,5%, а у любителя только 2 аута на победу. И на ривере выходит один из них. Второй король дает Фредерику старший Full House. Дождался королевского фула. Раннер нац у оппонента уничтожает некогда грозного регуляра. Он взрывается, материт дилера, разбрасывает фишки и уходит из-за стола. Ах ты ублюдок!
Тварь поганая! Пошел ты, Гудини недоделанный! Харлан! Пошел ты! Химичи с картами, Харлан! как в притоне! Двое Выйди на суток балкон! полощет мне мозги! Давай, выходи! Фокусник сраный! Оказывается, Харлан докупался у Молли на деньги, которых у него нет. Итоговый долг составил 1 миллион 200 тысяч. 1 200 000. У меня нет таких денег. Прости. Неудачи переносятся и на личную жизнь. Покерист пропускает юбилей жены, и она подает на развод. Я забираю половину его выигрышей, пока он не расплатится, а потом еще 2 года без покрытия потерь. Он отдает себе половину выигрыша, а проигрыш оплачивает сам. Да. Из этой долговой ямы он никогда не сможет вылезти. Это не ростовщичество, настоящий рэкет. К тому же, нельзя играть с тем, кто играет на твои деньги. Я 2 года это делаю. Ты ему даешь деньги? Да. Господи боже. В итоге долг покрывается за счет организатора, который подсаживает профессионала на крючок неоправданного дорогого бэкерства. Но это уже другая история. По стратегии игры Харлана вопросов нет, он просто попал в жесткий даунстрик. Но из этой истории можно сделать полезные выводы. Главный из них — никогда не играть в тильте. Каким бы высоким ни было ожидание от состава стола, покерист должен немедленно выйти из игры, как только чувствует, что потерял контроль над эмоциями. Тильт погубил не одну выдающуюся покерную карьеру, поэтому прокачивание психологии должно занимать не меньше времени, чем работа над стратегией. Переходим к приключениям самого известного из всех тайных агентов спецслужб. Джеймс Бонд, роль которого в фильме «Казино Рояль» исполняет Дэниел Крейг, получает новое задание. Ему нужно выявить террориста во время покерного турнира в Черногории. Он едет туда под прикрытием в роли игрока высоких ставок. В первой раздаче, которую мы разберем, пропустим весь экшен на префлопе и выходим сразу на флоп, на котором лежат радугой туз 9 и 3. Дилер выкладывает терн семерка. Бонд без позиции чекает. Мы не знаем размер банка, но его оппонент Алекс Димитриус в исполнении Симона Абракяна ставит $5000. Джеймс калирует и пристально всматривается в лицо соперника. На ривер выходит король. Агент 007 снова чекает. Его соперник идет all-in и хочет добавить еще 20 000 сверху. Но дилер говорит, что можно использовать только ставки со стола. Димитриус бросает в банк ключ от автомобиля, лежащий во время раздачи рядом с фишками, и Бонд просит дилера принять эту ставку. Соперник с довольным лицом открывает доехавший сет королей. Он убежден, что банк в его руках, но Джеймс переворачивает свои карты, сет тузов и выигрывает. Мы не знаем, что происходило до терна, но ставка Димитриуса имеет право на существование только при условии, что оба игрока прочекали флоп. Если же это второй баррель, это грубая ошибка со стороны Алекса. Что касается игры Бонда, то все на 100% правильно. Готовый старший сет блокирует оппоненту диапазон продолжения. Единственная верная стратегия здесь будет отчека на каждой улице. По этой логике можно предположить, что Димитриус действительно прочекал на флопе. Тогда его ставка выглядит разумно, хотя и не обязательно. Агенту уже повезло дважды. Он поймал сет на флопе и получил доезд оппонента на ривере, что позволило забрать огромный банк. Идем дальше и попадаем в супер дорогую игру. Мы снова пропускаем весь экшен до терна. В игре остаются трое. Бонд с тузом и королем червей, Ле Шифр в исполнении Матса Микельсона и Стивен Обаяна, что играет Исаак де Банколе. Именно последний принимает решение после 2 чеков и ставит 300 000. Видите? Нервный тик. Он блефует. Бог мой, Джеймс был прав. Ваше слово? Агент 007 калирует, Ле Шифр также уравнивает. На доске туз, король и 2 валета. У Бонда старший допер, но на такой структуре эта комбинация слишком уязвима. У соперников могут быть трипсы, стриты и фулл-хаусы. Каре слишком редкий расклад. Его учитываем только номинально. Но на терн выходит еще один король, и это меняет дело. Теперь у Джеймса фулл-хаус из 3 королей и пару тузов. Его бьет только пара тузов и каре валетов. В остальных
случаях он забирает банк. Бонд действует первым и ставит 500 тысяч. Мы не знаем, что происходило до терна, но в банке явно больше миллиона. Бэт небольшого размера хороший выбор, так как ему есть чего добирать. При том, что крупный сайзинг может напугать соперников. Впрочем, крупная ставка также не была бы ошибкой, но Le Chiffre доставляет до миллиона, а Бана не рискует продолжать и сбрасывает карты. В раздаче остаются двое участников. Решение Бонда, рейз от Le Chiffre, почти исключает блеф на такой текстуре. Вопрос в том, какую руку тот считает достойной для увеличения банка, и таковых не так много. Он может переиграть фулл-хаус королей с парой валетов. С фулл-хаусом по валетам он вряд ли повысил бы ставку, но и полностью исключать эту комбинацию мы не можем. Стрит точно не рейзит по двум спаркам на доске. Впрочем, есть еще и вариант ничьей, если у соперника один из двух оставшихся стартеров туз-король. Итак, двум комбинациям Бонд проигрывает. Еще есть король с дамой и король с валетом, слабее его руки. Итого около 70% equity у Big Slick Джеймса. Он делает re-raise, добавляя в банк 2 миллиона. Разумно, но теперь уже Le Chiffre повышает, выходит в all-in на 14,5 миллионов. Вот это уже повод задуматься. Насколько компетентен соперник? Это явно не тот борд, чтобы иметь много блефов, хотя Solver их, конечно, найдет. К примеру, он будет рейзить некоторые тузы, блокирующие карманные ракеты оппоненту, но сложно понять точный диапазон, не зная экшен на первых улицах. Прекрасно, спасибо за игру. Ну вот, мне и понадобились ваши 5 миллионов. Я не могу их дать, Джеймс. В реальной игре, конечно, повторять подвиги Солвера никто не станет. Если бы раздача проходила в рамках живого турнира с возможностью вылета, большинство сильных регуляров наверняка нашли бы фолд, так как чаще всего они увидят тузов и валетов, а эквити их тузов с королем едва дотягивает до 20% с учетом дележки банка. Так что да, даже легендарный агент 007 не безупречен, он совершил ошибку, переоценив свою руку. Впрочем, это не помешает ему в дальнейшей игре разобраться со злодеями как за столом, так и в жизни. Над тобой смеюсь. О, тогда все в порядке. Благодарим за просмотр. Напишите в комментариях, можно ли вообще коллировать третий нац при таком размере re-рейза с риском вылета. И не забудьте посмотреть разбор партии из фильма Шулера. Видео уже на канале. А на этом все. Пока-пока.